Сильнейшее натуральное средство для регенерации суставов и усиления работы сердца. Всего два простых и доступных каждому продукта. Первый продукт – шиповник. Во-первых, шиповник – это лучший компонент для суставов. В нем обнаружено вещество, которое способствует регенерации, то есть восстановлению хрящевой ткани, а значит и суставов. Когда хрящевые поверхности стираются, начинают беспокоить боли и хруст в коленях, локтях и других суставах. Приходится ограничивать физическую активность, а это приводит к еще большим проблемам. И тут шиповник действительно может помочь. Кроме этого, есть еще куча бонусов, потому что шиповник – это просто витаминная бомба. Второй продукт – калина. За качество хрящевой ткани отвечает коллаген. Организм строит его из веществ, которые поступают с пищей. Питательные вещества поступают из крови. Для того, чтобы создать полноценный коллаген, мелкие сосудики во всех суставах должны быть работоспособными, хорошо проходимыми, чтобы они не были забиты холестерином и жировыми бляшками. Калина является мощнейшим лекарством для сердечно-сосудистой системы. В частности, очень хорошо очищает сосуды и укрепляет сердечную мышцу. Таким образом, калина обеспечивает гибкие, эластичные сосуды, несущие питательные вещества для хрящевой ткани. Напиток поэтому и состоит всего из двух продуктов. Калина, по сути, обеспечивает транспортную функцию, потому что для доставки строительного материала для хрящей нужны здоровые сосуды и мощная работа сердца. Но восстановление суставов происходит благодаря шиповнику. Какие еще плюсы? Оба продукта – чемпионы по содержанию витамина С, аскорбиновой кислоты. Калина входит в топ-20 продуктов, наиболее богатых витамином С, а шиповник – в топ-5. Кстати, лимона в этом перечне нет. Это значит, что напиток еще и укрепляет иммунитет. Кроме витамина С, шиповник содержит очень много других полезных веществ. Например, аминокислоты, флавоноиды, витамин ПП, В3, никотинамид, витамин В2, тиамин, витамин А, ретинол. А также калина и шиповник понижают давление. Поэтому регулярно принимая напиток, можно избавиться от гипертонии и тахикардии, учащенного сердцебиения. Настой шиповника рекомендуют при проблемах с предстательной железой, так что улучшение мужского здоровья может стать еще одним преимуществом. Рецепт приготовления. Вначале нужно вскипятить воду. Шиповник и калину промыть, но кипятком обдавать нельзя. Для приготовления напитка нужна горячая вода, но ни в коем случае не кипяток. Дело в том, что при температуре выше 80 градусов разрушается витамин С, и польза от такого напитка будет минимальной. Ягоды удобно заваривать в термосе. Шиповник лучше предварительно размять, например, давилкой для чеснока, чтобы он быстрее отдал в воде свои питательные вещества. Количество шиповника можно рассчитать, исходя из соотношения 1 плод на 10 килограммов массы тела. Например,
При весе в 70 килограммов потребуется 7 плодов. Теперь калина. Количество калины можно рассчитать, исходя из соотношения 2 грамма ягод на 10 килограммов массы тела. Например, при весе в 70 килограммов потребуется 14 граммов калины. У меня получилась 1 неполная столовая ложка ягод, 18 штук, на 7 плодов шиповника. Необходимо залить все это горячей водой, не больше 80 градусов Цельсия, в идеале оставить на ночь. Если времени не так много, можно настаивать 1-2 часа. Тогда плоды выбрасывать не стоит. Их можно настоять еще 1-2 раза. Если употреблять такой эликсир раз в день, то это уже половина успеха. Но чтобы добиться 100% результата, нужно добавить еще несколько действий. И первое – это движение. Когда суставы слишком долго находятся без движения, в них возникает застой и замедляется кровообращение, а значит, ухудшается доставка питательных веществ хрящевой ткани. Нужно каждый день или через день по часу заниматься растяжками и делать самые простые позы из йоги. Они, кстати, самые полезные. На суставы самое благотворное влияние оказывают упражнения на растяжение и скручивание. Поэтому цель занятий – усилить кровообращение и питание суставов. Второе – продукты. Исключите употребление химических и переработанных продуктов, колбас, полуфабрикатов. Добавьте в рацион овощи и зелень. В каждый прием пищи их должно быть не меньше половины от основной порции еды. Как только эти 2 условия начинают выполняться, и постепенно приходит чувство, что уже можно нормально жить и ходить без боли, добавляется следующий пункт – ходьба или бег. Полезно бегать трусцой и ходить пешком. Каждый сам для себя может решить, что ему комфортнее. Ходьбу и бег можно чередовать. Важно при этом быть в обуви с хорошей амортизацией. Рекомендуем выбирать именно спортивные кроссовки для бега. Полезна и езда на велосипеде. Но сидение должно быть отрегулировано так, чтобы при работе педали нога максимально выпрямлялась. Активный образ жизни предупреждает лишний вес, что тоже скажется наилучшим образом на здоровье суставов, которым не придется испытывать излишнюю нагрузку. Отдельное внимание стоит уделить правильной обуви. Мы рекомендуем всегда выбирать ортопедическую обувь. Но также отлично подойдут беговые кроссовки, так как они сделаны специально, чтобы максимально снижать ударные нагрузки на суставы. Стоит помнить, что восстановление хрящевой ткани – процесс не самый быстрый. Поэтому чем раньше вы начнете, тем быстрее начнется восстановление суставов. Раньше пройдет хруст в суставах и их болезненность, и вы сможете жить полноценной жизнью. Если это видео было полезным для вас, то поделитесь им с друзьями и близкими. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Мы стараемся радовать вас качественным и полезным материалом, и ваша поддержка очень важна для нас. До новых встреч на новых видео.